Всем привет! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео третья, заключительная часть по вязанию Гринча. В первых двух частях мы связали уже с вами ручки, ножки, тело и голову. Сейчас займемся оформлением его лица, утяжкой, вязанием глазок и свяжем колпак и по желанию шарфик. О всех необходимых материалах и инструментах я рассказала в первых двух частях. Если вы их не видели, переходите в описание под видео, там есть ссылки. С теми, кто уже связал основную часть этого мастер-класса, мы с вами продолжаем дальше. Приятного вязания! Первым делом мы сейчас с вами свяжем глазки. Они вяжутся по-разному, левый и правый, поэтому давайте начнем с первого левого. Делаем кольцо амигуруми черным цветом. Набираем 2 воздушные петли. И теперь в это кольцо провязываем 8 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 полустолбик с накидом мы до конца не довязываем. Оставляем петли на крючке, берем нить желтого цвета и проводим ее через эти петли. Хорошенько кольцо затягиваем. Теперь провязываем желтым цветом соединительный столбик в первую петлю. Набираем 2 воздушные петли. Дальше провязываем подряд 2 прибавки из столбика с накидом. Первая, в следующую петлю вторая. Дальше провязываем прибавку из полустолбика с накидом. В следующую петлю вяжем прибавку из столбика без накида. Провязываем 1 столбик без накида в следующую петлю и соединительный столбик. Нить вытягиваем довольно длинную, чтобы хватило для пришивания. И обрезаем. Хвостики между собой все завязываем. И обрезаем. Теперь нитью белого цвета прошиваем 1 стежок возле кольца амигуруми. То есть вот здесь у нас прям центр, вот здесь у нас конец первого ряда и где-то между. Посередине делаем 1 небольшой стежок. Хвостики также завязываем. И на узелок и обрезаем. Вяжем второй глаз. Также делаем кольцо амигуруми. Провязываем 2 воздушные петли. И в это кольцо набираем 8 полустолбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 полустолбик с накидом, который мы до конца не довязываем, меняем нить на желтую. Стягиваем кольцо, подтягиваем все хвостики и вяжем следующий ряд. В первую петлю провязываем соединительный столбик, 1 воздушную петлю. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Дальше вяжем прибавку из столбиков без накида. Далее провязываем прибавку из полустолбика с накидом.
И вяжем подряд 2 прибавки из столбика с накидом. Первая. И вторая. Провязываем 2 воздушные петли. Вяжем соединительный в эту же петлю, откуда у нас была вторая прибавка из столбика с накидом. Воздушная петля. Нить вытягиваем, обрезаем, хвостики завязываем и белой нитью вышиваем также один маленький стежок. И вот такие глазки у нас получились. Пока что откладываем их в сторону и приступаем к утяжке головы. Для начала нам необходимо отметить точки, где будет эта утяжка проходить. Первую точку мы отмечаем между 4 и 5 рядом головы, ровно по центру. Дальше точку 2 и 3, назовем их так, мы отмечаем между 12 и 13 рядом на расстоянии 21 столбик. Следующий ряд точек 4 и 5 мы отмечаем между 17 и 18 рядом на расстоянии 5 столбиков. Обязательно их отмечайте, потому что от расположения утяжки зависит то, как будет выглядеть наша игрушка. Мы вводим иглу в точку между 4 и 5 рядом. Выводим в точку между 17 и 18 рядом. Вытягиваем, оставляя внизу хвостик. Отступаем здесь 2 столбика между 17 и 18 рядом. Отступаем 2 столбика в сторону. Вот здесь центральные 5 мы не трогаем, они остаются. И выводим в точке между 12 и 13 рядом, захватывая как можно больше наполнителя внутри. Провели. Теперь хорошенько подтягиваем все и завязываем нити внизу на узелки в точке, которая у нас располагается между 4 и 5 рядом. Аккуратно, не порвите нить. Нить желательно брать в тон тела, я забыла об этом упомянуть. Но если у вас такой нет, то ничего страшного. Все равно при достаточно сильной утяжке нить видно не будет. Хорошенько подтягиваем. Все, завязываем еще пару узлов. Еще пару раз делаем то же самое, чтобы утяжка была крепкая и очень хорошо все утянулось. То есть сейчас вот это очень слабая утяжка, поэтому делаем так еще 2-3 раза до достижения необходимого результата. Доделываем утяжку с этой стороны и потом делаем также со второй стороны. То же самое, вводим иглу снизу, выводим в верхней точке, отступаем 2 столбика в сторону, выводим в точки в середине и завязываем на узелки. Эту утяжку мы сделали. Вот такая смешная на данный момент получается мордочка. Давайте я покажу со всех сторон, чтобы вы видели, какой нужно нам получить эффект. Теперь делаем еще одну утяжку. Теперь уже вводим иглу между 1 и 2 рядом головы. Выводим со стороны глаза. Сейчас я покажу, где будет эта точка. На том же уровне, где верхние булавочки мы ставили. Вывели сбоку. Оставили внизу хвостик. Дальше здесь сверху мы отступаем 3-4 столбика. Выводим в точку 1. Отступаем на шею 1 столбик в сторону. И также делаем со вторым глазом. Здесь тоже отступаем
такое же примерно количество столбиков и выводим иглу в шею, в ту точку, из которой только что выводили. Теперь хорошенько подтягиваем все. Вот такая у нас получается мордочка. Видите, сразу здесь красивее стало. Завязываем также узелки и прячем хвостики в голове. Располагаем глазки. Они у нас находятся в впадинках, где была убавка. Думаю, вам видно их расположение. Между глазками примерно 4 столбика без накида. И располагаются они не ровно, а чуть-чуть под углом. То есть внешняя сторона глаза идет выше, чем внутренняя. Пришиваем этой же нитью желтого цвета. Пришиваем, захватывая петли на глазики. И столбик на голове. Следующие петли желтого цвета и столбик на голове. Таким образом прошиваем по кругу, точнее даже по полукругу, в общем по вот этой желтой части. Черную часть я уже не пришиваю. Глазки пришили. Какой он сейчас не симпатичный, но мы это все исправим. Сейчас сделаем черным цветом. Берем нить сразу длинную, вводим в стороне между столбиками, выводим на 1-1,5 где-то столбика в стороне от глаза. И прокладываем вот такую ресничку до угла внутреннего. Также делаем со второй стороны. И переходим на точку, где у нас была в середине, где мы делали утяжку. Реснички мы еще будем закрывать зеленым цветом, поэтому ничего страшного, если она будет находить вот так сверху, накладываться, точнее, сверху на глаз. Дальше делаем, вышиваем его ротик. Получается, вывели с одной стороны, сделали стежок в центре, вывели с другой стороны иглу черным цветом. Проложили первый стежок. Дальше снова в центр. И возвращаемся к внешней стороне улыбки. Здесь я делаю по 2 стежка, чтобы ее выделить. Вот, первый раз сделали, еще по одному разу делаем так же. Теперь второй раз вот доделали, теперь выводим иглу в центр. И прокладываем стежок посередине. Выводим иглу к бровкам. Бровки у нас начинаются на одном уровне с внутренней стороной глаза, но выше на один ряд. И делаю на бровках много стежков. Сейчас точно посмотрим, сколько это будет. Бровку делаем в высоту на 2 ряда и на том же уровне, где у нас заканчивается ресничка. Прошиваем где-то около 4-5 стежков, чтобы она получилась довольно широкой. Так, второй раз. Третий.
Да, и пятый. Вы регулируете, смотрите, как вам больше нравится. То же самое делаем с этой стороны. Также поднимаемся на 2 ряда вверх со стороны реснички. С этой стороны я сделаю 4. Ниточка легла хорошо, и она получилась такая же по ширине. Все, хвостики завязываем, прячем. Над черной ресничкой мы прошиваем зеленым цветом такой же, но чуть-чуть больше. То есть выходим немножко за края этой черной ресницы. И поправляем ее сразу наверх. Вот что у нас с вами получилось. Прячем хвостики от зеленой нити. И теперь финальный штрих. Мы приклеиваем носик. И наш Гринч готов. Теперь нам с вами остается только связать ему колпак и по желанию шарфик. Теперь мы с вами свяжем шарфик. Я покажу, как вязать его начало, потому что дальше все вяжется одинаково. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше со второй петли от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик. 7 до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Берем нить белого цвета и завершаем столбик белым. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Дальше все ряды мы будем вязать за заднюю полупетлю. Провязываем 7 столбиков без накида. Белым цветом сразу же ввязывая хвостик. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Воздушная петля будет провязываться в конце каждого ряда. Разворачиваем вязание и снова за заднюю полупетлю. 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 столбик не довязываем. Оставляем нить белого цвета, берем красную, в свободном положении протягиваем ее через белые петли. Все, белую нить оставляем. Также воздушная петля, вяжем 2 ряда за заднюю полупетлю красным цветом. Потом меняем нить на белую. И у нас с вами получится вот такой шарфик. Вот так выглядит смена нити. Вяжем необходимой длины. У меня этот связан очень длинный, его можно обмотать в 3 оборота. Вы можете связать короче, чтобы сделать его только в 2. Переходим к вязанию колпачка. Белым цветом набираем 57 воздушных петель. 1, 2, 3, 56 и 57 воздушная петля. Теперь смотрим, чтобы цепочка у нас не была перекрученной, и замыкаем ее в круг.
Соединили в круг. Теперь дальше мы с вами вяжем 2 ряда. Первый и второй по 57 полустолбиков с накидом. Весь колпачок вяжется из полустолбиков с накидом. Я не делаю петлю подъема, то есть вяжем ряды по кругу без петель подъема, без соединительных столбиков. 2 ряда по 57 полустолбиков с накидом. Провязали последний столбик во втором ряду, не довязываем, меняем нить на красный. Белую нить выводим на лицевую сторону. Следующий ряд вяжем 57 полустолбиков красным цветом, но только за заднюю полупетлю. Белую оставляем для обвязки. Полустолбики с накидом. В четвертом ряду провязываем 17 полустолбиков убавка и повторяем так 3 раза. Первый полустолбик, второй, 16 и 17 полустолбик. Провязываем убавку. Довязываем ряд до конца. В итоге у нас получится 54 столбика. И следующие 2 ряда, 5 и 6, провяжите по 54 столбика. Провязали. В седьмом ряду провязываем 16 полустолбиков с накидом убавка, также 3 раза. Первый, второй, 15 и 16 полустолбик, провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 51 столбик. И следующий ряд, 8, провяжите 51 полустолбик с накидом. В девятом ряду провязываем 15 полустолбиков с накидом убавка 3 раза. Вяжем первый, второй, 14, 15 полустолбик, вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 48 столбиков. Следующий ряд 10, провяжите 48 полустолбиков с накидом. В 11 ряду провязываем 14 полустолбиков с накидом убавка. Первый, второй и 14 полустолбик. Дальше вяжем убавку и довязываем так ряд до конца. Вязали. В 12 ряду провязываем 45 полустолбиков с накидом. В 13 ряду вяжем 13 полустолбиков с накидом убавка. Первый, второй, 12, 13 и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда, всего получится 3 раза. И в итоге у нас выйдет 42 столбика. Следующий ряд 14, провяжите 42 полустолбика с накидом. В 15 ряду провязываем 12 полустолбиков с накидом убавка 3 раза. Первый, второй, 11, 12 и провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 39 столбиков. В 16 ряду провязываем 11 полустолбиков с накидом. Первый, второй, 10, 11 и провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 36 столбиков. В 17 ряду вяжем 10 полустолбиков с накидом убавка. Повторяем так 3 раза. Первый, второй и 10. Провязываем убавку. Довязываем так ряд до конца. В итоге получится 33 полустолбика. В 17 ряду провязываем 9 полустолбиков с накидом убавка 3 раза. Первый, второй и 9 полустолбик с накидом. Дальше вяжем убавку. И повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 30 полустолбиков. В 19 ряду провязываем 8 полустолбиков с накидом убавка 3 раза.
Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и провязываем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 27 столбиков. В 20 ряду провязываем 7 полустолбиков с накидом, убавка 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получится 24 столбика. В 21 ряду провязываем 6 полустолбиков с накидом, убавка 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получается 21 столбик. В 22 ряду вяжем 5 полустолбиков с накидом, убавка 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и провязываем убавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас получается 18 столбиков. В 23 ряду провязываем 4 полустолбика с накидом, убавка 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый и вяжем убавку. Повторяем так еще 2 раза. В итоге у нас получится 15 столбиков. И в заключительном 24 ряду мы вяжем 1 полустолбик с накидом, убавка. Повторяем так 5 раз. Вяжем 1 полустолбик с накидом, следующую петлю убавка. Вяжем так до конца ряда. В итоге у нас остается 10 столбиков. Провязываем соединительный столбик в следующую петлю, воздушную, нить вытягиваем и обрезаем. Нить вытягиваем длинную для того, чтобы хватило стянуть оставшиеся отверстия и пришить помпончик. С помощью иглы стягиваем оставшиеся петли. Нить пока не обрезаем, мы сейчас свяжем помпончик и потом пришьем его этой же нитью. Сейчас сделаем обвязку за оставленные передние полупетли белого цвета. Нить мы специально вывели на лицевую сторону, поэтому сейчас просто присоединяемся воздушной петлей к полустолбику, к полупетле, и дальше провязываем соединительные столбики вокруг за оставленные полупетли. Довязали ряд из соединительных столбиков, теперь нить закрепляем и хвостики прячем в полотне. Для помпончика берем пряжу белого цвета, набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд второй. Подряд 6 прибавок.
Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. В третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Второй раз столбик, прибавка. Третий раз столбик, прибавка. Четвертый раз столбик, прибавка. Пятый раз столбик, прибавка. И шестой раз 1 столбик, прибавка. Провязали этот ряд, получилось 18 столбиков. В четвертом ряду вяжем 2 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Вяжем так ряд до конца. В итоге у нас получится 24 столбика. Следующие 3 ряда, 5, 6 и 7, провяжите по 24 столбика без накида. Провязали. В 8 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй и вяжем убавку. Повторяем так до конца ряда. В итоге у нас получается 18 столбиков. В 9 ряду провязываем 1 столбик без накида, убавка 6 раз. 1 столбик, убавка. Повторяем так до конца ряда. В итоге получается 12 столбиков. Следующий ряд заключительный, 10-й. Мы провязываем подряд 6 убавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Нить вытягиваем, обрезаем и с помощью иглы стягиваем оставшиеся столбики. И пришиваем помпончик к колпачку. Примеряем колпак к голове и теперь складываем его так, как вам будет больше нравиться, чтобы он интересно лежал. Мне нравится, когда он лежит вот так, поэтому я его сейчас вот так же крепко держу. И с помощью иглы и нити в тон красной я делаю один стежок небольшой, захватывая все вот эти 3 слоя. И завязываю нить на пару узелков. Потому что без этого колпак красиво сам по себе так лежать не будет. На этом наша с вами игрушка готова. Тоже на этом мы с вами закончили вязание этой сложной, очень трудоемкой работы. У нас теперь есть Гринч, но эта работа того стоила, потому что результат просто шикарнейший. Я хотела и задумывала игрушку под елку, чтобы она была большая и крупная. У нас это все получилось. Также хочу отметить, что идеально подошла пряжа, потому что за время вязания я извязала почти 4 мотка зеленого цвета, 1 моток красный и 1 моток белый. И мне ни разу не встретилось ни одного узелка, поэтому могу точно сказать, что пряжа качественная, хорошая, она не сыпется, не лысеет. Потому что вот у нас ни одной нигде проплешинки, ничего нет, все отлично легло. Просто замечательно. Поэтому могу с уверенностью сказать, что эта пряжа очень хорошо подходит для игрушек. Просто идеально. И надеюсь, мы с вами еще повяжем из такой обязательно и не одну игрушку. Теперь буду ждать ваши комментарии, ваши впечатления о мастер-классе, о игрушке, о пряже, все ли у вас получилось. И, конечно же, буду ждать готовые ваши работы, фотографии. Можете присылать мне их в сообществе ВКонтакте. Если вяжете, например, на Дзене, то там можно просто в комментариях прикреплять сразу фотографии.
Ссылочки на все мои социальные сети есть также в описании под видео. На этом все. Всем спасибо за совместное вязание. Увидимся с вами в следующих мастер-классах. Всем пока!